Всем привет, дорогие друзья! Hello, guys! Вы на канале Комната у Штейна, с вами Штейн за микрофоном. И знаете, я здесь подумал немного и попробовал новую для себя открыть рубрику. Я записал часть контента, и теперь его буду стараться вам его после фактом собирать, озвучивать, ну, вот такими вот переходами, так сказать, не очень грамотными склейками, но тем не менее. Здесь я что хотел бы сделать? Я просто задумался на две темы. Первая, как усилить контент, вам его показать. Вам наверняка дико интересно, я уверен в 100% случаях и даже не сомневаюсь, что вам нравится, как я страдаю, мучаюсь, копаю, ну и ищу какие-то ресы и так далее. Но для себя здесь конкретно в цели я хотел построить дерево мировое, так сказать, нанять несколько людей, ну, чтобы они пришли ко мне, жили и так далее. И все это занимает кучу времени. У меня на монтаж всего этого видео там 2,5 часа, а то или 3 ушло. Как вы видите, я здесь даже статую не могу с первого раза поставить, только с третьей попытки. А тем более вы будете смотреть, как я, знаете, копаю. Ну вот 3, 2, 1. Вот копаю я. Дальше что я делаю? Я еще копаю. Бах. Вот. Теперь я уже лед добываю. Знаете, а потом я в этой игре еще копаю. И давай. И еще копаю. И я так подумал, ну вот, еще под водой копаю. Новый контент. Супер. Дико интересно. Я понимаю, вы все любите смотреть, как человек копает. Игра Шахтера это просто создана для этого. Поэтому для себя я такой подумал, а что если я сделаю немножко нарезок, расскажу, что здесь будет, что будет хорошо, что будет плохо, ну и так далее. И мы с вами будем вот таким макаром двигаться. Короче, если это заходит, вы мне обязательно об этом напишите, поставьте там палец вверх, да, вам это подходит, нравится, ты сначала там проходи кучу контента, извиняюсь, запаривайся со всеми там сложностями, ну и так далее. А потом нам самые интересные вырезки показывай. Ну, как вы понимаете, 90% в этой игре, наверное, это копать и подготовка к боссам. А так как это я новичок, я вообще понятия не имею. Я, наверное, 3-ю серию записываю. Я не знаю, как вызвать глаз Ктулху. Честно, это первый босс. Я знаю, что впереди меня ждет далекий скелет, но сейчас к нему я пойти, ну, вот вряд ли смогу. Он меня завалит на раз, два, три. Я в деревянной броне, чтобы вы понимали, хожу. Так вот, я подумал и решил, что в этой серии я буду делать, я упор на копание сделаю. Я сделаю немножко упор на том, чтобы добыть, построить комнаты, улучшить наш непосредственно дом и попытаться что-нибудь сделать для себя, типа новой кирки, нового оружия и так далее. Вот. Прошу вас, любите жаловать, это моя новая пробная рубрика, поэтому если вам она заходит, ну еще раз поддержите, пожалуйста, я честно старался сделать ее более адекватным. Кстати, на экране вы видите, я первый раз пробую бомбы использовать, чтобы копать руду. На самом деле я потом об этом сильно пожалею, потому что бомбы оказываются конечные, но это будет немножко дальше. Я вам обязательно этот момент покажу, и там, где хотелось бы использовать их, где не хотелось использовать их. Вот, я по-прежнему новичок, я по-прежнему не знаю, что здесь дальше делать, я читаю ваши комментарии, стараюсь отвечать, поэтому вы мне сильно поможете, если просто скажете, что делать. Вот такой вот кооператив. Я, кстати, стараюсь не смотреть на гайды, но тем не менее. И еще вопрос. Смотрите, я задумался о том,
о том, чтобы рассказать историю террарии. Как вы на это смотрите? Если вы типа окей, хотите, чтобы это была от меня история террарии, я забурюсь в Википедию именно по истории, не по созданию предметов, не по чему-либо другому. Пересмотрю тонны материала, и где-то через неделю я выпущу по ней лор, так сказать, и это будет моя версия лора, то, что я узнал. Вот, если зайдет, пишите история террарии, да, давай, сделай, если там хотя бы 10 человек наберется, напишет мне это, и я такой... Вот прям вот так вот вздохну и да, сделаю. Я в любом случае хочу это сделать, но не буквально сейчас. Ну, как-то так. Итак, погнали. На данный момент я высказал все, что хотел, и сейчас дальше буду для вас записывать, пилить, так сказать, этот трек. Так, окей, смотрите, я здесь начал дальше копать. Я буду по ходу повествовать, по ходу разговаривать с вами частично, потому что я и картинку смотрю, ну и так далее. И у меня звук наложения использовался. Окей, в общем, я нашел грибную ферму, и я задумался, а что бы не создать каждый из этих, скажите, я скажу, я забыл это слово, комнат, грибных комнат. И я такой начал усердно копать, только не грибы. Я понял. Знаете, как выглядит СДВГ, когда у тебя очень много всего ты хочешь сделать, и ты такой, погнали. На самом деле я колу ушел, там видно по кусочку, по краю, но тем не менее, я такой сначала туда прокопал, потом сюда прокопал, и у меня до сих пор фонарь не горит. Фонарь. Ну я его, по-моему, еще не купил. Или купил, не помню. Короче, мне нужны были грибы, и вот я их только после этого начал фармить. И их, к сожалению, оказалось очень мало. Я не знаю, почему это произошло, но их буквально прям очень мало оказалось. Но, тем не менее, я их зафармил. Мне показались они достаточно прикольные, красивые, и я долго не мог понять. Ну вот, они как грибы падают. Я думал, есть их, как строить нужно. В общем... Для меня это была пытка, я не понимал, что делать нужно. Здесь я пытался... Что я пытался, я уже не помню. Я пытался, чтобы меня не спрыгнуть с этого пути и так далее. Дальше будут чуть быстрее нарезки, так что если вы досмотрели уже до этого момента, уже большие молодцы. Но дальше я буду стараться ускорять все такие процедуры. Здесь я вожусь с рюкзаком, с этим не рюкзаком, а сундуком, и не понимаю, почему, ну, не знаю, что можно. Короче, я читал предметы, описание и так далее. Подводный этот рюкзак. Там меня что-то ударило, я так и не понял, что, просто начал атаковать, а потом увидел слизь, и она почти бесцветная была. Все, со всеми разобрался здесь и захотел залутать этот сундук. Понял то, что его нельзя так просто залутать, и начал... Хилку выпил, да, точно, меня еще раз кто-то ударил, да. Так что хилку я не зря выпил в тот момент. Я решил залутать этот сундук. Как видите, мои попытки были обречены на провал, но я забрал его полностью, и забрал все содержимое и пошел. Дальше у меня возня была со всякими микрочеликами, и здесь, откуда ни возьмись, золотая жила появилась на очень много монет. Если кто знает, как находить такие жилы, пожалуйста, подскажите. Дальше я начал снова копать. Игра про копку, если честно. Дальше я нашел алмаз, насколько... нет, это не алмаз. Это демоническая броня. Или так далее. Короче, я попытался ее взорвать, но мне птички мешали, и я все время не туда делал. Здесь я соорудил забой для птичек. Все, кто на меня заходил, или летучие мыши, это кто это? Я брал руку, кстати, рука огонь на самом деле, и вон туда скидывал ее. И таким образом я фармил
демоническую броню. Я, кстати, больше не знаю, где она. Здесь я подумал то, что меня хватит, и с меня хватило. Жизней, да. Очутились мы на полянке, телепортировался я уже дальше, я начал разбирать ресурсы. Много из них начал всякие слитки делать, смотреть, что они будут давать, что они не будут давать, ну и так далее. И задумался об улучшении деревни, ну, мирового древа. Ну да, это деревня, мировое древо, можно так считать. Читал всякие рецептики, ну и так далее. И я пошел дальше туда. Так, и знаете, здесь какая главная была фатальная ошибка. Я верстак перенес наверх. Я потом это 1000 раз пожалел. Я всегда приобретал кирку для улучшенную и ее ложил туда. Ну, то есть я думал, быстрее копать, быстрее, веселее будет, добыча всяких различных других минералов, но с демонической это мне не помогло. Ну и с проклятой землей тоже не очень, только бомбы зарешали этот момент. Как вы понимаете, я добавил сундучки всякие различные. Провозился я там, смотрел всякие рецепты, потом я такой плюнул, начал с ним общаться, выложил 3 штуки, и мне для демонической этой нужны были куча слитков. Я такой обалдел, сколько там, 20, 30, 25, а у меня кот наплакал, всего их там, по-моему, 3 или 4 штуки было. Ну, я такой понял, принял, что не сегодня. Ну, и смотрел, из чего они можно скрафтить, что там еще можно добавить. Ну, и потом перешел к другим металлам и полностью с ними же все это делал. Кстати, я забыл спросить, у меня микрофон включен или нет. Да, я посмотрел только что, у меня зеленая кнопочка горит, так что все хорошо. Микрофон работает. Я его чуть-чуть поближе к себе пододвинул, надеюсь, вам не сильно было шумно, но тем не менее. Дальше я побрел ходить, пошел в другую сторону, в противоположную, для добычи, не помню чего, если честно. Лед я добыл уже. Я пошел в пещерку, просто гулял, смотрел, что можно сделать, добыть. А факелами я, наверное, всю планету обоставил уже. Типа, куда не иду, факел. И, по-моему, я уже, если не ошибаюсь, я приобрел каску. Но, как видите, она у меня не работает. На тот момент я спрашиваю, я чисто думал, почему. Здесь, где видите, уже чуть-чуть проклятая земля, меня вечно так атаковали, я решил этот момент вам специально показать, мне дергался глаз, я думал, почему меня здесь вечно атакуют, что такое, и оставили мне 4 сердца. И дальше я хотел спуститься вниз, я думал, я наконец-таки нашел демонический рудник, и мне помогли спуститься. Как оказалось, не один раз мне помогли спуститься, а несколько. Вот, 1, 2, 3, я уже здесь. Дальше я сейчас глаз забираю и все делаю. Но знаете, в чем проблема? Я так гранатами, бомбами начал пользоваться, и у меня их больше нет, не осталось ни одной штуки. Я вот от зомби кусок думал, его можно съесть, его можно как-то использовать. Я такой, печалька. Ну и поехал обратно сюда, домой, так сказать. Здесь я нашел гранату, как интересно, потом окажется интересную гранату. Она я ее создал. Нашел, создал, да. И смотрел по ящикам, что могу еще сделать. Что еще могу добыть. Потом я вспомнил, что у меня есть торговец, и закупился у него с десяток бомбочек. Но я уже был научен опытом, что просто так ими нельзя пользоваться. Вот теперь я каску, смотрите, приобретаю, ложу ее на место. Да-да-да, вот здесь вот это как раз таки произошло. Пока много фонарей, еще ничего не понятно, но тем не менее. Здесь я бомбы
кидаю, так, чтобы себя не задеть подальше. И смотрите, это земля. Я такой, ну ладно, окей, кину обычную бомбу. И она немножко забрала, но я дальше не стал делать. Она и просто землю забрал. Я тратил бомбы просто так. Короче, прокапывался я как можно ниже, но у меня закончилось все. Я такой собрал все, что смог, добавил света и телепортировался обратно домой. Мое любимое место. Дальше я начал задумываться над тем, что мне нужно расширить мой, так сказать, инструментарий, который здесь присутствует. Я положил туда верстак, я положил туда ковку, я взял этот, насколько я помню, я забыл, что я сделал, если честно. Я, по-моему, хотел печку забрать, типа камин этот, и положить туда. И я должен был это сделать, но сделал ли я это или нет. Здесь я просто смотрю менюшку, бегаю по ней, смотрю, какие рецепты происходят. Ну, думаю, здесь никому не интересно, поэтому погнали дальше сразу сюда. Здесь я тупил, как построить лестницу, 2-й этаж, потом вспомнил про переключатели кнопок и начал ими активно пользоваться. Но не сразу. Как вы видите, я прям тупил, и это боль была. Очень много я потратил времени для того, чтобы разобраться в этом всем. Так, и дальше я уже начал строить лестницу. Я такой думал, нет, ее надо сначала забрать, потом я забрал, ну типа, да, вот здесь вот сделал так вот, и погнал дальше наверх лестницу. И добился вот таких вот результатов. Я буду местами ускорять видео. Здесь я грибной этот делаю фон, потому что я забыл про этот. Я, точнее, еще не знал на тот момент, как мне построить стены из гриба. А потом, ну, я здесь, да, дверь проверяю, от нервов ее выбрасываю, стол ставлю. Там, по-моему, светильник проверял, поставится, не поставится, стул поставил, ну и так далее. Ну и настольную свечку. И дальше пошел обратно копать грибы. Я пошел искать грибы. Местами буду слегка ускоряться, в плане того, чтобы вам не сильно было скучно. Добыл гриб и думал, надо идти дальше, глубже. Но знаете что? Вот как выглядит СДВГ. Я пошел в противоположную сторону. Добыл один гриб и пошел наверх. После того, когда, ну там я еще прокопался местами, мне этого гриба хватило на некоторую часть, и я построил такой небольшой домик. И это все. Вот все, что вы видели, я построил. Дальше я вспомнил про кактусы и решил из кактусов тоже сделать много чего интересного. И здесь точно так же начал вырубать. Мне постоянно мешают, но это, по-моему, любому в террарии мешают эти люди. Почему люди? Монстры. Да, монстры. Я их палочкой. Кстати, я до сих пор не пойму, почему меч, там один из платины или еще из чего-то, хуже, там у него, по-моему, 15 урона, чем у костяшки зомби. Типа, зомбивая костяшка. Она дает 16 целых урона. Я здесь дальше пошел, и куда-то я провалился вниз. Я снова дошел до чего-то, до какой-то пещерки. Я начал здесь факела ставить и долго боялся прыгнуть. Здесь вот видите, дважды прыгнул. И здесь я не успел фонарик поставить. Ну, я одного забрал. Вот он, 10 мне этого. И один на маленький удар не хватил. И вот он у меня из
подтяни, так сказать, загрыз. Здесь я, кстати, был в шоке, что у меня сделал этот зомби. Потому что у меня, ну, типа, их давно не было. И я такой, окей. Здесь я снова забираю 10 бомбочек. Сразу кладу их. Кладу в определенное место. Забираю, не знаю, зачем я здесь, как его, звездочки. И дальше я пошел дальше фармить. Здесь я увидел какой-то глаз. Я не знаю, что это за глаз. Может быть, глаз Ктулху. Но он меня почему-то преследовал. Не всегда, но преследовал. Там моя могилка, если видите. И здесь я вот снова решил спуститься вниз, чтобы мне урон не получить. И здесь 8 монет своих я забрал, которых у меня были. И здесь моя золотая смерть. Почему золотая? Если кто знает, напишите. Я так и не понял. Я здесь полюбовался на себя, прочитал описание. Меня снова атаковали. Я отбивался киркой, потом рукой. И здесь произошло очень прикольное событие. Дальше оно будет видно. Здесь я кидал бомбу в другую сторону, но почему-то она попала туда. Я такой, ну ладно, окей, будем продолжать. Не помню. Дальше я продолжил, увидел какое-то странное яйцо. Так как его раскопать, достать никак нельзя, я решил его просто взорвать. Позабрался повыше и кинул бомбу. Не знаю, вы всегда так делаете? Вот, я, типа, очень далеко ушел, чтобы меня не задело. И снова кинул бомбу. И вот на этот раз она как раз таки попала. И выпал револьвер. Нет, не револьвер, а винтовка. Я такой, о, чё? Круто. Я первое время думал, что это бесконечная винтовка. Ну, вот, честное слово. Я прям думал, у нее нет ни патронов, ничего. Сразу я начал смотреть, примерять. Я ее положил на 4-й слот и начал просто стрелять. О, такой, думал, круто, прикольно. Столько патрон зря выпустил. Такой, о, прикольно, это лучше, чем моя рука на данный момент. Ну и дальше пошел копать. Повзрывал и копать. Где-то на каком-то моменте у меня перепутал все факелы. Я сначала фиолетовый, потом синий поставил, если вы видите. И дальше я понял, вот здесь, в этом моменте, не знаю, сколько прошло, часа полтора, но на видео я кусками прям старался скрыть это, как добыть свет. И наконец-таки у меня это получилось. Здесь я пытался дойти вон до второго яйца, я так понимаю, но у меня не хватило бомбочек. Вы увидите это вот сейчас. Я такой взорвал, а оно взорвалось в бок. Я такой, ну ладно, не расстраиваемся. Начали копать. Долго копали в разных моментах. Я сначала думал в бок, там может что-нибудь есть, чтобы воду спустить. Ну, ничего такого не было. Но снизу был карман, поэтому я снизу и прокопался. И дальше начал копать вот подход к яйцу. Как думаете, успешный народ у меня это было? Угу. Раз-два. Везде преграждали мне блоки, которые нельзя взорвать. Вот, ну, нельзя прокопать. Я сильно расстроился, если честно. Ну, дальше прошло еще более интересная вещь. Вот здесь вот. Я нашел землю, сушу. Я нашел то, что так давно искал. Вот она. Меня раз ударили, и я такой не понял, что, где, как. Второй раз я заметил, на панике перепрыгнул эту ловушку, заметил, такой в панике за лекарством и умер. Я взял веточку за место хилки. Здесь ко мне пришел новый чувак, я посмотрел у него такой, подумал, что здесь мне вообще ничего не нужно, и ушел. И мой торговец, ненаглядный, занял полуразрушенное здание. Я не знаю, на что он рассчитывал, но типа, окей. И здесь я специально его оставил, чтобы вы посмотрели, он туда-сюда ждет, когда ему грибной биом, наверное, понравился, не знаю почему. Но я в игре этого не видел, но вообще он прям ждал, очень долго ждал.
Дальше я начал кактусный этот строить. Но мне, как всегда, не хватило средств. Я такой, ладно. Кактусов было очень мало, поэтому я, долго не думая, подумал, надо что-то другое строить. И смотрите, наш торговец до сих пор еще не там. Я пошел строить, и знаете с чего? Вот сейчас покажу. Вот сейчас вы увидите. 2 секунды дайте. Ну, ладно, 3, 5. Раз, два, 3. Да, я вот наконец-таки нашел. И вот начал я строить уже из... Да, песка. Вы правы. Я думал, почему у меня стены не делаются. И хотя видео не показано, но я понял, что типа ясно, почему не делаются стены. Разозлился и начал убирать все это обратно. Построил я каменную стену. Решил, пока раз кактуса нет, заменю его камнем. Ну и так далее. Как вы понимаете, руки у меня не с того места растут. Поэтому это прям очень больно было строить. Но примерно вот так она была бы выглядела. Двери деревянные. Каменную дверь, к сожалению, нельзя создать. Либо я не нашел, либо у меня ручки кривые. Ну и так далее. Дальше я начал стены облагораживать. И на этом моменте я сейчас ускорюсь. Нет, да, местами буду ускоряться, чтобы вам было более интересно, и вы смотрели меня, как это сказать, смотрели и наслаждались удовольствием. Я не просто хочу комментировать здесь некоторые события, но и рассказывать свою логику, чем я руководствовался. Здесь я на данный момент уже перенес печку, камин, скорее всего, да, камин. Я увидел там другой рецепт, подумал то, что да, он мне, скорее всего, много чего даст. Он еще такой здоровый. Сейчас вы не туда увидите. Я не туда пришел. Я, кстати, забарился каждый раз прыгать туда-сюда, туда-сюда. И где-то здесь я нашел этот. Сейчас скажу. Здесь я почему-то опять же начал чем какой-то фигней заниматься этими слитками. И вот, да. Нет. И вот, да, я такой увидел его, подумал, как его воткнуть, и посмотрел и разочаровался. Что это такое? Какие-то буквы, циферки, зачем они нужны? Я вообще не понимаю. Если кто знает, можете рассказать, для чего они нужны. Ну и так далее. Я благодаря его создал ночной светильник с помощью этого. Короче, по большей части я разочаровался, докрутил кактус, все что смог, и все, и пошел. Я пошел заново искать кактусы. Как вы знаете, они быстро не растут почему-то. Я оббежал буквально всю пустыню. Вон, сзади картинка кактуса есть, а у меня их нет. Я такой, ладно. И впервые задумался о том, что я одет. У меня там типа кирка из платины, доспехи деревянные, вообще бутылка из этого, из облачка и ласты. Я такой, крутяк. И здесь я начал с тиром заниматься. Видали, как я могу? С первого раза. Ладно, шучу, не с первого. Вот мои промахи и попытки. Но если мелкие они буквально помирали. И здесь я действительно думал до некоторого времени, что бесконечные патроны у меня. Бесконечные. Ну, типа, от террарии я понимал, что типа стремится к реализму и так далее. Но я думал, что это мой последний патрон, и меня чуть не съедали. Не съели. Съели. Короче, я там победил их всех и пошел дальше. Там просто их волнами накатывал, и я не стал их показывать.
Я по-прежнему без патрон, просто решил дальше пойти исследовать. Увидел бамбук, подумал про бамбуковые эти заросли. Ну и пошел дальше заниматься. Видите этот улей? Что нужно сделать? Конечно же его сломать. Я думаю, это улей. И это было прекрасно. Очень прекрасно. В этом моменте я пытаюсь прочитать название, и меня каждый раз отвлекает слизень. Я вот даже от истерики пытался киркой забить. Здесь я увидел, но вот вы смотрите, дальше я начинаю читать, и снова он идет. С другой стороны, я просто не понимал, почему так происходит. Еще раз удар, еще слизень. Я уже плюнул и уже сразу его хотел одеть на себя, чтобы посмотреть, что он дает. Но опять же слизень пришел и еще раз мешает мне. И я тогда принял самое такое простое решение: взять все и пойти дальше. Здесь у меня был микробосс. Микробосс. Он мне, смотрите, 2,5 хп оставил. Это была пчела. А здесь мы играли в боулинг. Не боулинг, а этот волейбол с лаймом. И я победил. Дальше, как всегда, копка. Копка, копка, копка. Я копал, много копал. Добывал всякое эти минералы, так сказать. И телепортировался обратно домой. Здесь я уже снова с оружейника, не оружейником, да, оружейником общался, и он мне предложил эти. Я у него патроны купил. Достаточно много, 300 штук. И в какой-то момент в игре мне, короче, сильно надоел мой мусор среди этих. Скажите, я скажу. В инвентаре, вон, смотрите, что у меня творится. И здесь я мидс кликнул, у меня почему-то розовая. Я не знаю, что это такое. Я просто ее начал тыкать везде. Ну, везде. Просто сюда зашел, ну и так далее. И что это такое? Если кто знает, можете тоже сообщить, для чего это нужно. Я понятия не имею, зачем это. Там какой-то алмаз нарисован, но я так и не понял, что. И дальше я вам показывал, как я убирался в этих шкафчиках. Очень это долго. С ночи начал, уже день. День. Я очень долго это делал. И вот даже добавлял еще один. Потом дальше пошел к торговцу и начал все продавать. И меня снова творчество окатило. Я не стал вам весь процесс показывать, но я понял одну здесь вещь, то что полы, оказывается, можно совмещать. И я как начал вырубать грибную ферму. Видите, что я придумал? Я придумал ее совместить, типа обои наполовину грибные, наполовину из бамбука. На самом деле, мне показалось это достаточно крутым решением. И я дальше таким образом сэкономил на грибах, так сказать. Ну и как-то так. Дальше комната должна была преобразиться. Я здесь светильники подрубал. Видите, я стараюсь однотипные комнаты делать. Со столом, стулом, одним, лампочками, ну и так далее. У меня материалы закончились, и я пошел дальше копать, добывать ресурсы. И здесь я увидел очень много ресурсов. И сейчас так, монтаж по добыванию бамбука. Бамбука. Он будет недолгий, так что можете это слегка потерпеть. И кто-нибудь в рыбалку играл винтовкой? Мне так понравилось это дело. Ну, честно, я такой, прикольно. Это вот так вот и делается. Здесь я снова добываю бамбук. Я буду дальше стараться такие моменты ускорять, чтобы вам было чуть-чуть
быстрее. Ну, пока уже смонтировал. И так я часа 3 или 4 смонтировал. Монтировкой. Монтировал. Я надеюсь, вам это понравится. Охота на птичек, на летучих мышей. И я понял то, что мне хватит бамбука, и начал делать грязь среди среди деревьев. Здесь я начал с слизнями бороться. Как вы видите, они почти меня вынесли. 1 хп осталось. 1 хп. Потом я взял дробаш и винтовку. И с винтовкой я всех забрал. Здесь очень долгий эпичный бой был. И снова рыбалка. 1, 2, 3, 4. И слизь. 5. И здесь я не понимал, кто меня атакует. Если здесь присмотреться, то меня атаковали мелкие пчелы. А я их вообще не видел. Вот от слова совсем. Но умер я по другой причине. Во-первых, я такой расчистил все, уверил в себя. Я подумал, что все круто. Забрал слизь. Здесь вот слизь с сердцем. Я такой подумал, она, наверное, добрая. Не понял, кто меня ударил. Думал, вот этот вот NPC. Я с ним поговорю, но не помогло. И я решил дальше заняться кактусом. И это буквально вся комната из кактуса, которая была. Все остальное не получилось. Дальше я устроил монтаж. Дальше я начал обустраивать комнату. Включил волшебный монтаж и ускорил на x2. Наверное, на x3-4 в следующий раз буду ускорять, чтобы вам было быстрее. Просто уже некоторые моменты ускорял, некоторые моменты не делал этого, но здесь почему-то затупил. Переносимся, и вот наша комната из кактуса, из чего готова. Из бамбука, да. Я, здесь ящик бамбуковый сделал и верстак бамбуковый. И по большей части я потом дальше так ко всем начал применять. Решил продлить здесь момент того, что слишком долго, близко делается. Здесь я прям реально сделал по-быстрому монтаж. В плане у меня, по-моему, x5, x10, что-то типа такого. Чтобы вам было поинтереснее, как эта вся рутина происходит. Дальше вот примерно в таком виде я всегда буду делать. Еще раз сделал лестницу, перевесил все эти. Если вы заметите, я начал переделывать все комнаты, чтобы они были однотипные. Фонарик висел, и так далее. То есть я старался все это сделать в едином стиле. И чуть-чуть украсил нижнюю комнату. Как вы поняли, у меня торговец переехал. И я с этим уже ничего не смог поделать. У меня многих элементов не хватало. Примерно вот так вот я и сделал всю эту комнату. Те, кто смотрел меня... еще вверху встретил нового чувака. Те, кто смотрел меня, спасибо вам большое. Продолжайте смотреть, пожалуйста. Советуйте, что улучшить, что не улучшить, что сделать получше, и как бы так. Я на самом деле буду стараться пилить для вас контент более интересный. Это экспериментальная версия у меня зашла. И если вам она понравится, я буду стараться вот в таком варианте выпускать. А так, bye, guys. Спасибо вам.